Перед релизом Everness to Everness стало понятно не только то, какой будет сама игра, но и какой подход стоит за ее созданием. Потому что недавнее интервью с разработчиками – это по сути взгляд на кулисы. Не про маркетинг, не про красивые обещания, а про то, как именно они думают о игре. Если попытаться это упростить до одной идеи, команда делает ставку не на громкие слова, а на очень приземленную вещь. Делать игру лучше, постоянно, даже если это дает всего 0,1% к качеству. Игроки даже обратили внимание на внешний вид команды на стриме. Усталость, темные круги под глазами. И это неожиданно стало мемом. Но при этом, когда речь заходила об оптимизации и изменениях, было видно, что это не отчаянный текст, а реальная вовлеченность. И вот тут, пожалуй, самое важное ощущение от интервью. Команда не пытается доказать, что они сделают следующую большую игру. Им, по сути, все равно, как индустрия будет это воспринимать. Их позиция максимально простая. Игрокам не важно, какие технологии ты используешь. Игрокам важно, интересно ли играть и хорошо ли это работает. И именно на этом они сфокусированы. Если описывать команду одним словом, это слово прагматичные. Без лишнего пафоса, без попытки прыгнуть выше головы. Просто последовательная работа. Интересно, что сама идея игры родилась не с нуля. Она выросла из опыта работы над городом в другом проекте. И в какой-то момент команда поняла, что формат городского открытого мира – это не просто эксперимент, а направление, в котором можно идти дальше. Но тогда они столкнулись с проблемой. Слишком быстрый цикл разработки не позволял реализовать все идеи. И именно это стала точка, где было принято решение сделать отдельную игру. То есть Everness to Everness это не случайный проект. Это результат накопленного опыта и попыток сделать все правильно со второго раза. И этот подход хорошо видно в деталях. Когда разработчики говорят про город, они не говорят про масштаб, они говорят про мелочи. Про то, что фонари должны включаться в правильное время, что NPC должны вести себя логично. Что, если идет дождь, персонажи должны реагировать на это. И таких деталей тысячи. И вот именно из этого складывается ощущение живого мира. Не из одной большой фичи, а из сотен маленьких решений. При этом команда прямо говорит, обходных путей не может быть. Нельзя сделать чуть-чуть реалистично. Либо ты строишь систему, в которой ощущаются настоящие, либо нет. И это напрямую связано с их философией баланса. Они не хотят заставлять игрока гриндить по списку. Хочешь, занимаешься бизнесом, хочешь, исследуешь мир, хочешь, просто катаешься по городу. Ты не обязан делать все. И это довольно редкий подход для гача игры. Отдельно стоит сказать про техническую сторону. Работа с Unreal Engine 5, особенно на мобильных устройствах, это одна из самых сложных задач в индустрии. И здесь разработчики пошли не по пути упростить все, а по пути оптимизации. Они буквально работали вместе с командой Unreal Engine, внедряя свои решения, оптимизировали каждый элемент от эффектов до окружения. И результат это не просто работает. Это стабильная производительность даже в сложных условиях, вроде быстрой езды по городу, где одновременно загружается огромное количество объектов. И это важные моменты, потому что городской открытый мир это намного тяжелее, чем условное поле или природа. И если игра там держится стабильно, это уже показатель. Интересно и то, как команда принимает решения. Они не просто читают отзывы, у них есть система. Сбор обратной связи, анализ частых проблем, фильтрация полезных идей. Но главное, решения принимаются быстро, иногда буквально за дни после теста. И при этом они не пытаются реализовать все подряд. Каждое изменение проходит через 3 фильтра. Насколько это улучшает опыт игрока, насколько это реализуемо сейчас и насколько это соответствует направлению игры. И это опять же про прагматичность. Все, что хотят игроки, попадает в мир. Все, что попадает, проходит через четкую логику. Если
И интересный пример того, как иногда решения рождаются случайно. Вид от первого лица, например, изначально вообще был багом. Игроки случайно его нашли, и реакция была настолько положительной, что разработчики решили превратить это в полноценную механику. И это опять же показывает подход. Если игрокам это нравится, значит стоит попробовать. Даже если это сложно, даже если это требует ресурсов. Потому что приоритет не монетизация, не привычные рамки жанра, а опыт игрока. И это особенно заметно в одном моменте. Разработчики прямо говорят: вид от первого лица может снижать доход, потому что игрок не видит персонажа. Но это не стало причиной отказаться от функции. И это довольно редкая позиция. И, пожалуй, главный вывод из всего интервью звучит так. Neverness to Everness – это не попытка попасть в тренд. Сами разработчики говорят, что открытый мир уже не является чем-то новым. Игроков этим не удивить, поэтому задача не сделать еще один открытый мир, а сделать игру, у которой есть своя идентичность, свои сильные стороны и свой стиль. Потому что сейчас недостаточно просто быть большой игрой, нужно быть чем-то конкретным. И судя по всему, команда это понимает. Они не обещают революцию, но они делают ставку на последственное улучшение, внимание к деталям и понимание того, что действительно важно для игрока. И иногда именно такой подход в итоге и делает самые сильные результаты. И в итоге, если подвести все это к одной простой мысли, Neverness to Everness сейчас выглядит не как игра, которую можно однозначно оценить до релиза. Это проект, который строится на деталях, на системах, на подходе. И именно поэтому его нужно не просто смотреть, а пробовать самому. Потому что сколько бы мы ни разбирали механику, гачи, персонажей и экономику, настоящее понимание приходит только тогда, когда ты сам заходишь в этот город, в эту игру. Начинаешь в нем жить и взаимодействовать со всеми этими системами. И вот тогда уже становится ясно, работает это или нет. Но на этом мы точно не заканчиваем, потому что впереди релизы, первые впечатления, реальные билды, разборы персонажей, гайды, экономика, ошибки на старте, баланс, скрытые механики. Все то, что начинается раскрываться только после того, как игра попадет в руки игроков. И если тебе интересно разобраться в этом глубже, обязательно подпишись на канал. Также обязательно посмотри другие видео на канале. Уже есть подробный разбор самой игры, механик, гача-систем, города. И все, что нужно, чтобы войти в Neverness to Everness не вслепую, а с пониманием. Ссылки будут в описании и в закрепленных комментариях. А дальше все зависит уже от тебя. Как ты будешь играть, во что инвестировать и какой опыт ты из этого получишь. Так что если тебе интересно посмотреть, во что в итоге превратится Neverness to Everness после релиза, оставайся на канале. Будем разбираться во всем вместе.